Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас утро, я тут пью кофе на кухне и заодно раскрашиваю цветовой квест. Ну так, доделываю потихонечку. Смотрю видосики. Ну вот. Как-то так. Я вчера ездила, забирала свой заказ из магазина Бук24, Марию Тролли, Дивная Луна или Дивная Луна, не знаю, как правильно, что имели в виду, Луну или девочку по имени Луна. Я долго сомневалась, нужна она мне или не нужна. Когда еще листала иностранный вариант, не впечатлило, потом обзоры не впечатлили, потом я думала, может ее и приобрести, может быть, не надо. Короче, как-то так. Ну, а тут у меня было 300 бонусов, и я подумала, что их надо на что-то потратить, но вот эти всякие маленькие книжки, ну, типа как вот, там, вот эти, они мне как бы нравятся, я в них с удовольствием раскрашиваю, но мне в этот раз не хотелось ничего такого, поэтому я подумала, что, ну, наверное, надо взять вот эту раскраску. Потому что к Марии Тролли я отношусь хорошо, ее стиль, в принципе, мне нравится. Целенаправленно собирать коллекцию ее раскрасок я, правда, не хочу, потому что все равно стиль, он как бы от раскраски к раскраске повторяется. И, например, судя по вот данному изданию, мне даже кажется, что она не развивается, а стоит на месте и даже где-то в чем-то катится назад. Но в целом вот именно так, когда при случае удобном, да, с большой скидкой, то можно взять. Но, правда, цена на Бук24, на нее была 600 с чем-то рублей. Вот. У меня были бонусы, 300 бонусов, и была какая-то еще... скидка 10%, и, соответственно, я приобрела, по-моему, за 260 рублей ее взяла. А так, конечно, это завышенный ценник, поэтому как-то так. В общем, после выйдет на нее обзор, хотя обзор иностранной раскраски был на моем канале, и многие уже снимали обзоры, но в любом случае пусть будет. Ну, скажу сразу, что, да, бумага здесь, да, она белая, гладкая, но она достаточно такая тонкая. Впрочем, какие материалы лягут, не знаю, не пробовала. По традиции, раз я купила раскраску, я ее сразу начну. Раскрашу вот это и вот это. Здесь, правда, есть такая осенняя иллюстрация, но я ее сейчас, с тыковкой, но я ее сейчас начинать не буду. Если у меня, в принципе, в этом месяце будет желание тут ее раскрасить, то, конечно, да. Вот. А пока я остановлюсь на вот том, что я сказала. Я сейчас возьму материалы какие-то канцелярские, скорее всего, карандаши, и вернусь к вам, пораскрашиваю на камеру. Что, собственно, радует, здесь можно потестировать материалы. Сейчас я тестировать их именно там не буду, потому что, карандаши явно не протекут, поэтому сойдет. Взяла Vista Artista не акварельные 3 цвета и 2 Derwent Color Soft. Посмотрим, что тут за бумага на деле. Как оно будет раскрашиваться. По первым ощущениям, по крайней мере, что касается карандашей, все вроде как нормально. Ничем не хуже, чем везде. Насчет акварели, может быть, конечно же, тоже попробую как-нибудь. Только не белыми ночами и вообще не в кюветках.
Это уж 100% будет протекать. А вот детскую надо попробовать. Но бумага, пока я вот на ощупь понимаю, что она очень тонкая, ну, достаточно тонкая. Но некоторый уже опыт, он подсказывает мне, что иногда бывает и плотная бумага, которая там все протекает, а бывает бумага с виду вроде и тоненькая, а в тот же момент ничего не протекает и прекрасно раскрашивается. Поэтому посмотрим, как оно. В любом случае, всегда выводы делаются только, когда уже попробуешь тот или иной материал. Не, ну, конечно, есть люди, которые прям разбираются в бумаге. Наверное, какие-то характеристики написаны, но я в них не разбираюсь, вникать тоже не собираюсь. Ну и потом у нас же нет такого, чтобы пошел в магазин выбирать раскраску того или иного автора, и там в рядок лежали, там, не знаю, раскраски с бумагой разной плотности и тому подобное. Вы там только выбираете, что вам надо. Такого нет, поэтому это бесполезные, честно говоря, знания. Вот. Ну а и опять же читать в интернете и потом рассказывать, типа я такая умная, я тоже не хочу. Это как-то неинтересно. Не то, чтобы я не стремлюсь к знаниям, но я стремлюсь к знаниям для себя полезным, которые можно как-то применять. Дораскрашивала, и сейчас покажу, что у меня получилось. Ну, в общем, ничего прям так особенного. Ну, вот здесь я тоже решила, что надо раскрасить. Правда, наверное, здесь лучше обвести белым, скорее всего. А может быть и не нужно. Ну, конечно же, как и собиралась, раскрасила колибри. И страничку персонализации полностью раскрасила. Вот здесь вот и вот здесь я белой ручкой обвела. Я не стала никаким цветом ничего закрашивать. Я просто обвела белой ручкой. Мне кажется, так лучше. Ну, на мой вкус. Ну, а как-нибудь, когда будет время, уже буду какую-то иллюстрацию здесь красить. Конечно, хотелось бы в этом месяце, но я не уверена. А в следующем месяце, конечно, я ее поставлю в план и что-нибудь раскрашу. Не факт, что что-то из этого. Это скорее я оставлю на потом. Может быть, это будет там с тыквой иллюстрация. А сейчас я возьму раскраску котики Мурмур-терапия. Она у меня также в планах. И я хочу раскрасить вот этого котика. Вот в прошлый раз или в какой-то из я тестировала брутфунеры. И вот здесь без фона делала. Еще раз убедилась, что это было правильное решение. Без фона смотрится значительно лучше. Ну и пусть теперь это уже будет разворот. А раскрашивать я буду, скорее всего, масляной пастелью. Да, я думаю, что я задействую масляную пастель. Она у меня не так часто используется, но хотя там я стараюсь хотя бы раз в месяц ей пользоваться. В принципе, мне нравится, хорошая пастель. И еще я хочу кое-что подправить. Ну, как известно, книжка, когда со временем либо разваливается, либо все больше раскрывается, то вот на этом сгибе возникают проблемы. Так, сейчас я найду, где я хотела подправить.
где-то мне попадалось. Ну вот, это просто одна из первых иллюстраций была мной раскрашена. Тогда у меня еще появилась как раз-таки вот масляная пастель, и раскраска была еще не так заполнена, и тут вот, вот так вот было. А сейчас все раскрылось, к сожалению, и, как видите, мало того, что эта страничка попачкана, так еще и здесь нужно доделывать, поэтому тем более масляная пастель в помощь. Ну, а кто знает, может быть, в следующем месяце раскрашу тогда этого котенка, потому как, раз уже здесь испачкано, то нужно делать такой же фон или похожий. Может быть, даже сейчас разом я этот фон сделаю. Вот. Ну вот здесь котик будет без фона. Ну что ж, вот она моя пастель любимая. Не, ну она мне правда нравится. Сейчас сделаю фон. Есть у меня, правда, мысль обе картинки раскрасить. Точнее, тут вот исправлю. Может быть, сделаю фон. Короче, руки сами потянулись раскрашивать этого котенка. Так что, значит, буду красить эту иллюстрацию. Насчет второй не знаю, которую я выбрала. Может, на следующий месяц перейдет, а может быть, и сейчас раскрашу, или там, не знаю. То, что у меня по плану, главное раскрасить одну иллюстрацию. Неважно, какая это будет. Раз уж здесь начала, просто мне не нравится то, что эта страничка попачкана. Я не скажу, что я прям такая, не знаю, щепетильная в этом вопросе и трясусь над каждой раскраской, но я чаще всего даже проще к этому отношусь. Мне не нравится, когда так уже откровенно испачкан лист. Ух ты, а вот на этой ватной палочке остатки другого цвета были пигмента. И они сейчас смешались, и так красиво получилось, мне нравится. Прям там реально переход такой. Так, сейчас вот... еще одну пропустила. Значит, голубой цвет у меня тут. И я хочу Pale Green взять вот этот. Но как оно... Знаете, когда дело касается основных цветов, то я четко знаю, что с чем смешать, чтобы получился... и что именно получится в итоге. А когда дело касается именно оттенков, то вот как что смешается и что будет, это, понятно, для художника, как правило, понятно, а для меня это лотерея. Вот, потому что каждый оттенок, он, соответственно, основные цвета при смешении дают другие цвета, но и еще дополнительно, когда что-то добавляется, и так далее. Поэтому, если еще смешивать, будет крайне неожиданно. Ладно, и сделаю фон. Вроде как здесь все нормально смешалось. Там и само по себе, плюс я добавила белый. Так что нормально. Но всегда стрёмно. Правда, с этими оттенками, наверное, проще, потому что тут, скорее всего, просто белила добавлены. И ничего другого. А может, ошибаюсь. Дораскрашивала котенка. Я все-таки догадываюсь, что здесь я, наверное, немножко другой оранжевый использовала, а может быть даже и какой-то розоватый или терракотовый. Это не страшно, в общем-то. И по крайней мере, и разворот сделан, и вот это безобразие убрано, и вот это безобразие. Все как-то скрыто. Раскрашено простенько, но, в общем-то, это и раскраска простая, хотя понятное дело, что те, кто умеет рисовать, те
соответственно, могут из этого сделать шедевр. Но я не художник, поэтому просто получаю удовольствие и антистресс. Ну, а эта иллюстрация тогда пойдет на следующий месяц. Собственно, если у меня будет желание и главное время в этом месяце, я всегда смогу сделать еще одну. Это не запрещено. Также, ой, я здесь натрясла пастели. Ой, да, ладно, пусть здесь эта раскраска лежит, она как минимум в обложке. Взяла, опять же, дивную луну Марии Тролли, сделала стикер, написала, как водится, где купила, когда, за сколько, когда начала, с какой страницы. Да, написала номер раскраски, ну и, соответственно, внесла в свой блокнот. Сейчас у меня получается 264 раскраски. Вот, и как раз это номер 264. Надо будет еще найти как можно быстрее время, обернуть все это в пленку, чтобы не попачкать. Конечно, обидно делать обложку, потому что она такая антистресска, но она заляпается весьма быстро, поэтому лучше обернуть. Так, и сейчас, минутку. Я дораскрашивала наконец-то. Вот я показывала в начале. И я дораскрашивала цветовой квест города. Ну, в смысле, имеется в виду иллюстрацию, которая у нас с Оксаной по плану в этом месяце. Наконец-то не прошло, как говорится, и года. Могу уже тоже записать сейчас в блокнот, что я раскрасила, поставить на полку и освободить место на столе. Так, и стикеры надо положить на место, чтобы они здесь не валялись, потому что в основном они мне только для этих целей нужны. Это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мой инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Здоровья вам, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, интересных раскрасок, хорошей канцелярии, теплой, уютной осени. Всем пока-пока!